В осенне-зимний период наш организм нуждается в большем количестве витаминов. Ведь именно в это время организму приходится перестраиваться, а в нашем рационе питания резко снижается количество свежих фруктов и овощей. Поэтому настоящим подарком природы есть хурма. Хурма – это сочная ягода, родом из Китая. Осенью эта ягода появляется на прилавках магазинов и считается любимым и традиционным лакомством для многих. Самые распространенные сорта – это королек, шарон и восточная. Хурма имеет своеобразный вкус. Это не просто яркий мясистый плод с вяжущим вкусом. Это источник полезных элементов для организма. Употребляя хурму, мы имеем возможность насытить наш организм полезными витаминами и минералами. Концентрация таких микроэлементов, как каротин, магний и калий, в хурме очень высока. И количество витаминов А, С и П больше, чем в других фруктах. Еще одним важным аспектом является наличие в хурме фруктозы и глюкозы. А по количеству антиоксидантов хурма может посоревноваться с рекордсменом в этом плане – зеленым чаем. Листья хурмы также богаты витамином С, танинами и клетчаткой. Хурма имеет терпкий вкус, что означает, что в ней очень много растительных химических веществ, называемых танинами, придающими незрелым фруктам сухой, горький вкус. Перед употреблением хурма должна быть полностью спелой. Покупая хурму, выбирайте плоды, тяжелые на свой размер, имеющие глянцевую кожицу, без повреждений и вмятин. Если не удалось приобрести зрелые плоды, то их следует поместить в морозильную камеру на 10 часов или в теплую воду на такой же период времени, что поможет избавиться от большого количества танина. Есть эти плоды можно разными способами. Можно как отдельное блюдо, нарезать ломтиками, разрезать пополам и вычерпывать ложкой мякоть или есть как яблоко. Но ее можно также сочетать со сладкими солеными блюдами. К примеру, добавлять в салаты или десерты. В среднем один плод хурмы весит 180 грамм, то есть около 112 килокалорий. Давайте сейчас рассмотрим, почему важно употреблять хурму, в чем же ее польза. Итак, благодаря большому содержанию витамина С, хурма способствует укреплению защитных сил организма, увеличивает устойчивость к переохлаждению. Хурма – помощница при бронхите. Можно прополоскать горло соком плода, и результат не заставит себя ждать. Высокое содержание в хурме калия и магния укрепляет стенки сосудов и сердечной мышцы. Хурма также влияет на стабильное функционирование нервной системы, является прекрасным средством от депрессии и стрессов, которые зимой часто атакуют наши организмы. Она богата железом, поэтому очень полезна для профилактики и лечения анемии. Если организм испытывает дефицит железа, пейте сок хурмы 50-100 мл 2 раза в день до еды. Включив в свой рацион эту полезную ягоду, мы помогаем нормализовать работу мочевыводящих органов. При склонности к гипертонии рекомендуется употреблять хурму не менее 3 раз в неделю. Эта удивительная ягода поддерживает здоровье щитовидной железы. Хурма богата йодом. Хурма еще питательный быстрый перекус. Она является действенным заменителем сахара и питательных веществ. Она добавляет витамины, незаменимые при похудении, придает ощущение сытости. Эти красочные фрукты с низким содержанием калорий богаты клетчаткой, что делает их полезными для потери веса. Мужскому организму фрукт тоже принесет существенную пользу. Регулярное употребление хурмы помогает предотвратить болезни мочеполовой системы, простатита. А еще хурма омолаживает кожу и способствует быстрому обновлению клеток кожи. Ее можно использовать не только как продукт питания, но и как косметическое средство. Маска из размягченной мякоти хурмы с молоком или сливками подойдет для сухой кожи. Для этого необходимо смешать пюре из мякоти с молоком в пропорции 1 к 1 и нанести смесь на лицо. Через 15-20 минут смыть теплой водой. Несмотря на исключительную пользу, хурма может быть и вредной. Вредные свойства хурмы. Этот фрукт богат сахаром, поэтому лучше избегать его людям, больным диабетом. Также хурма противопоказана людям, которые имеют избыточный вес, чувствительность к йоду, заболевания желудочно-кишечного тракта, острый панкреатит, индивидуальную непереносимость. Из этого делаем выводы, что каждый из нас может найти в этом вкусном плоде для себя целительные свойства. Просто нужно знать простые правила выбора и наслаждаться тропическим вкусом. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы. Всем хорошего самочувствия. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии.